Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу огромную летнюю пляжную сумку из натуральной рафии. Вяжется просто и понятно. Показываю порядно каждый ряд квадратной детали. Далее эти детали сшиваются аккуратным гармоничным швом. Также показываю и рассказываю, как соединить каждый квадратик. Можно связать меньше деталей. Вот у меня использовано 14 квадратов. Можно связать 8, боковую часть поворотными рядами любой ширины. Я использовала все квадраты. Очень большая вместительная сумка. У меня ушло 600 метров натуральной рафии, размеры 53 сантиметра. Эффективная глубина 43 сантиметра. Можно заменить на тонкий полиэфирный шнур или рафию из натуральной стопроцентной целлюлозы. Прошу не путать, пряжа называется одинаково. Натуральная либо целлюлозная рафия сильно отличается в работе. Натуральная мягкая, нежная, работать ей очень легко. Я вяжу крючком 3,5 мм. Если остановитесь на более бюджетном варианте из целлюлозы, она жестче, приготовьтесь работать тяжелее, но после отпаривания моделирования детали даже крепче держат форму, немножко по-другому она ведет, не такая податливая и мягкая, но смотрится также эффектно и натурально. У меня стильные необычные ручки, 2 петли и плечевой ремень. Можно использовать любые или связать из той же пряжи. Подкладка также стабилизирует изделие, не позволяет растягиваться и деформироваться. При этом сумка смотрится капитально, прослужит очень долго. Все необходимые ссылки остаются для вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Вязание детали начинается от круга. Набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Мне необходимо выйти на высоту ряда столбик с одним накидом. Провязываю 2 воздушные петли. После фиксации далее накид. Возвращаюсь в круг, провязываю столбик с одним накидом. Снова накид, в круг, столбик с одним накидом. В первом ряду необходимо 16 столбиков вместе с подъемным. Продолжаю столбик за столбиком в кольцо. Готово. Теперь аккуратно стягиваю кольцо. Нить достаточно нежная, главное не оторвать край, но затянуть максимально туго. Так, думаю, достаточно. Нить остается в стороне. Соединяю ряд. Нахожу первую кромочную косу, она между первым и вторым столбиком ряда. Вставляю крючок за обе дужки, подхватываю рабочую нить и провязываю соединительную. Готово. Следующий ряд вяжется также столбиками с одним накидом. Возвращаюсь крючком в точку соединения. Подхватываю рабочую нить, провязываю основание первого столбика. Это имитация столбика с одним накидом на новый ряд. Еще одна воздушная, накид в следующую точку за обе дужки кромочной косы, провязываю столбик с одним накидом. Снова воздушная петля, накид, следующая точка, столбик с одним накидом. В каждую точку по кругу я провязываю столбик с одним накидом. Между этими столбиками провязываю воздушную. Эти воздушные и служат добавлением на следующий ряд. Круг увеличивается. Так вяжу до конца ряда. По основанию не пропускаю ни одной точки. В каждую кромочную косу провязываю столбик с одним накидом. По верхней части ряда не забываю провязать воздушную петлю между столбиками.
Ряд подходит к концу, уже провязана воздушная, накид, 2 дужки кромочной косы, вставляю сюда крючок и провязываю столбик с одним накидом. Далее контролирую, столбиков должно быть 16, кромочных петель 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ряд завершился. Здесь на стыке главное не образовать лишнего столбика. Также воздушная петля и соединение. Оставляю одну кромочную точку между столбиками. Соединение делаю здесь, в предыдущую точку. Точно так же вставляю крючок и провязываю соединительную, подтягиваю начало ряда к его окончанию. Здесь сейчас буду ввязывать край. В предыдущем ряду не стала это делать, для того, чтобы не было его заметно по основанию ряда. Увожу ниточку повыше, фиксирую сюда. Далее можно, немножко расправив ее, смазать клеем-карандашом. При ввязывании она полностью зафиксируется, можно будет о ней забыть. Кольцо не раскроется. Стянутое кольцо останется зафиксированным. Следующий ряд также вяжется с добавлениями. Я ныряю в окошко, окошек по кругу 16 и образую основание первого столбика. Далее 1 воздушная, снова накид в окошко, здесь провожу край нити для ввязывания, фиксирую, и снова столбик с одним накидом. Следующий накид, в это же самое окошко провязываю 3-й столбик с одним накидом. Таким образом, в каждое окно провяжется по 3 столбика с одним накидом. Здесь без воздушных, накид, перехожу к следующему окошку. Накид, 2-й столбик сюда же. И накид, 3-й столбик в это окошко. У меня провязано 6 столбиков и 2 окошка. Продолжаю по кругу. В каждое окошко, образованное прошлым рядом, провязываю по 3 столбика с одним накидом. Остается последний столбик с одним накидом 3-го ряда. Провязываю. И соединение по аналогии. Нахожу кромочную петлю между первым и вторым столбиком провязанного ряда и протягиваю соединительную. Готово. Теперь мне нужно провязать, заложить узор. Буду чередовать петли по 5 и по 2. Отступ между петлями одинаковый. Провязываю 2 воздушные петли. По основанию пропускаю 2 точки кромочных, первая, вторая, в третью, за обе дужки провязываю столбик без накида. Готово. Теперь следующее 5 петель, 2, 3, 4, 5. Не вытягиваю петли, вяжу достаточно компактно по размерам крючка, чтобы эти петли не были слишком большими. Также пропускаю 2 точки по основанию, в третью провязываю столбик без накида. Получается маленькая петля, большая петля, снова маленькая, 2 воздушные, по основанию 2 точки пропускаю, в третью столбик без накида. И снова большая, очень петли компактные, 3, 4, 5. 2 пропускаю, в третью столбик без накида. Вот так смотрится. 2 воздушные, 5 воздушных, 2 воздушные, 5 воздушных. По основанию всегда пропускается 2 кромочные петли по кругу. В предыдущем ряду у меня было 48 кромочных петель, поэтому замкну я здесь, последняя петля у меня будет из 5 воздушных. Как и планировала, завершаю ряд цепочкой из 5 воздушных и вставляю крючок в точку начала. Вот с этой точки выходили 2 воздушные этого ряда. Провязываю столбик
без накида. Готово. Такая ромашка. 8 больших петель и 8 маленьких. Теперь в каждую петлю мне нужно будет провязывать столбики. В маленькие петли провязываю всегда столбик без накида, ныряю в круг туда внутрь и провязываю столбик без накида. В большие петли нужно будет прочередовать. 4 петли сформируют угловые точки и 4 петли точки между ними. Вот первая петля на пути к угловой точке. Сюда провязываю 5 столбиков с одним накидом. Накид, 2 петли, 2 петли на крючке, снова накид, 2 петли, еще 2 петли, накид. Это уже третий столбик в эту арку, четвертый и пятый столбик в эту арку. Готово. Первая петля обработана. Далее маленькая, сюда столбик без накида. Следующая петля большая, и она будет служить угловой точкой. Сюда провяжу 2 пары таких комбинаций по 5 столбиков. Накид, 5 столбиков с одним накидом провязываю, второй, третий, четвертый, пятый. Готово. Немножечко подвигаю по петле эти столбики, чтобы еще столько же у меня поместилось сюда. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. И снова накид в эту же точку, в эту же арку, 5 столбиков с одним накидом. 1, второй, третий, четвертый и пятый. Готово. Вот такая угловая точка сформирована. Здесь моя деталь начинает превращаться в квадрат. После этого ряда уже будет четко видны 4 угла. Маленькая петелька, в нее столбик без накида. Следующая на пути к угловой точке точно такая же, как здесь. Сюда провязываю 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Готово. Снова маленькая петля, столбик без накида. И подошла к следующему углу. Сюда я вяжу точно так же 5, 3 воздушные, 5 столбиков с одним накидом. Потом снова столбик без накида. Далее вяжу 5 столбиков, как здесь или здесь. Здесь снова угловая точка. Здесь повторяется как 5 столбиков без угла. И здесь снова угловая точка. Тут продолжается вязание по аналогии. Углы. Завершаю ряд по аналогии. Нахожу столбик, который был провязан в маленькую арку, столбик без накида. Перед ним за обе дужки вставляю крючок, притягиваю и соединительное. Теперь мне нужно выйти на новый ряд. Следующий ряд – это подготовка для еще одного ряда, то есть он будет провязан петлями воздушными. В эту точку она углублена. Я выравниваюсь до квадрата, нужно провязать столбик с одним накидом. Где у меня выпуклые точки, я буду провязывать столбики без накида. Вот эта точка утоплена, вставляю крючок в нее же, подхватываю рабочую нить и формирую основание столбика с одним накидом. Воздушная. Готово. Столбик провязан. Теперь вяжу петли воздушных. По 5 воздушных, либо по 3, в зависимости от расстояния. Сюда мне нужно закрепиться в следующий раз. Здесь провязываю 3 воздушных.
1, 2, 3. И так как точка высокая, вот она посередине находится, провязываю в нее столбик без накида. Далее снова 1, 2, 3. Здесь точка низкая. Вот обе дужки рядом со столбиком, провязанных в петлю маленькую. Накид. Мне нужно здесь провязать столбик с одним накидом. Вот выхожу на высоту ряда. Здесь столбик с одним накидом, столбик без накида, столбик с одним накидом. Далее здесь у меня путь длительный до угла, провязываю 5 воздушных. Также компактно 2, 3, 4, 5. И так как точка высокая, сюда закрепляюсь столбиком без накида. Первый. Далее также 3 воздушных на углу. Продолжаю формировать угол. И сюда же с этой стороны столбик без накида. Здесь получается петля над петлей в угловой точке. Снова 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. Утопленная точка. Столбик с одним накидом за обе дужки в эту точку. Далее 1, 2, 3 воздушных и закрепляюсь в высокую точку столбиком без накида. Здесь у меня все повторяется. Обращаю ваше внимание еще раз. Здесь расстояние между закреплениями на столбиках небольшое. Здесь по 3 воздушных, 3 воздушных, до угла далеко, 5 воздушных, 3, 5, снова 3, 3, 5. Когда подхожу к углам, провязываю 5 воздушных. По ровной линии здесь у меня 1, 2, 3 воздушных. Угол утоплен, поэтому сюда провязываю столбик с одним накидом, чтобы подняться до одинакового уровня. Если хорошенько растянуть узор, линия по краю полностью формирует у меня квадрат. 1, 2, 3, 4, 5. Подхожу к углу. Здесь креплюсь в окно столбик без накида. Далее 1, 2, 3. Столбик без накида с другой стороны. При отпаривании все выровняется, петля будет к петле, так что сейчас просто навязывайте необходимое расстояние и закрепляйтесь. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь на столбик с одним накидом. По этой системе я завершаю ряд. Вот здесь у меня полностью уже провязан один край. Продолжаю здесь, здесь и к началу этого ряда. Здесь важно помнить, что ряд начинался с столбика с одним накидом, то есть его высоту я не игнорирую. Нахожу здесь 5 воздушных, нахожу точку, которая соответствует столбику с одним накидом, и за обе дужки вставляю крючок для соединения. Соединяюсь точно так же, просто протягиваю рабочую нить в петлю на крючке. Вот, все, завершилось. Высота столбика здесь у меня сохранена, и я вышла на новый ряд. Теперь здесь по этому ряду я буду провязывать столбики с одним накидом в окна, где 3 воздушные, по 3 столбика, где 5 воздушных, 5 столбиков соответственно. В угловые точки мне нужно будет добавить, то есть здесь я провязываю 3 столбика, воздушные 3 столбика. Итак, ныряю в первое окошко, тут 3 воздушные было провязано, формирую основание столбика, воздушное, готово. Первый столбик провязан, снова накид. Второй столбик в это окошко, накид, третий столбик в это окошко. Вот так, 3 столбика в окошко провязано. Следующее окошко то же самое, накид, без отступа, без воздушной. Столбик идет за столбиком, несмотря на то, что вяжется в разные арки.
Готово. 6 столбиков уже провязано. Далее у меня большое окошко, в него провязываю 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Тем самым подошла к угловой точке. Угловая точка также накид. Провязываю 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Теперь здесь, это уже завершающие ряды, могу провязать одну воздушную на формирование угловой точки. Снова накид, 3 столбика в эту же самую точку. Вот это угол. Третий столбик. Готово. Вот сформировалась угловая точка. По сути, этот ряд вяжется столбиками с одним накидом. В угловой точке одна воздушная. Больше воздушных по ровным линиям у меня нет. Далее то же самое. 5 столбиков с одним накидом. 3, 3, 5. В угловую 2 раза по 3. Между ними воздушная. Снова 5, 3, 3, 5. В угловую 2 раза по 3. Так по аналогии вяжу следующий ряд. Завершается ряд, укорачиваю нить с небольшим запасом и вытягиваю полностью. Здесь нахожу кромочную точку, которая находится между первым и вторым столбиком ряда. Увожу нить туда, подтягиваю до такого же размера, как все остальные кромочные точки, и возвращаю наизнанку в исходную точку здесь. Все, круг замкнулся. Эта нить сейчас вяжется. Также могу немножко ее проклеить, чтобы она хорошо была зафиксирована здесь. Далее мне нужно перейти на нить черного цвета. Начать ряд можно с любой точки. Я начну с угловой. Вставляю крючок в арку, которая провязана между тройками столбиков. Подхватываю рабочую нить и формирую с помощью нее первый столбик без накида. Готово. Еще один столбик в эту точку. И далее вставляю крючок за обе дужки каждой кромочной точки. Провязываю столбик без накида. Здесь в начале ряда сразу после отверстия не пропускаю. Тоже есть 2 дужки кромочной косы, в которые ввожу крючок. Далее ввязываю край начала и этот край, который я зафиксировала с помощью клеевой ленты. В одну точку провязываю 1 столбик. Так двигаюсь до следующего угла. Очередная угловая точка. За обе дужки последний столбик. И здесь в арку провязываю сразу 3 столбика без накида. Очень компактно, и они сформируют четкую угловую грань. Далее перехожу на ровную часть, за обе дужки сразу перед первым столбиком этой половины. И в каждую точку столбик без накида. Вот, обращаю ваше внимание, в угловую точку 3 столбика. В начале ряда я провязала 2, но последний, третий я сейчас провяжу, когда ряд будет заканчиваться. Этот край начала можно укоротить или также ввязать его по этой стороне. Продолжаю по всем граням квадрата. Здесь, как и планировала, в угловую точку провязываю 3-й столбик.
Точно так же укорачиваю нить, можно оставить большой запас и использовать его потом для сшивания деталей. Удобно, что эта нить остается в угловой точке. Но такая нить нужна не на всех деталях, так как деталей много. В этом случае я укоротила ее для того, чтобы спрятать. Увожу в первую кромочную точку и возвращаю в исходную точку, где можно спрятать на изнанке. Делаю это в этом же ряду с помощью более тонкого крючка. На этом этапе размер детали 16 на 16. При отпаривании хорошенько придаю идеально квадратную форму каждой детали. Деталей много, у вас в зависимости от размера изделия их может быть другое количество. Мне необходимо 14 таких деталей, и уже скажу сейчас, что они все немножко разного размера. Вот при отпаривании я придаю им идеально одинаковые размеры и формирую до квадрата. Сейчас они все неказистые, кривые. Иду отпаривать утюгом с паром. Так смотрятся детали после отпаривания. Практически одна к одной. Очень аккуратно, петли заняли свои места. В итоговом размере около 17 сантиметров. Здесь немножко я потянула, поправила. По факту, пока она теплая и влажная, ее можно моделировать. Теперь на некоторых деталей у меня остался запас нити. С помощью этого запаса нити и буду соединять. По следующей схеме мне необходимо соединить 2 детали по 4, так, 2 в ширину, 2 в высоту. 8 деталей на это уйдет. Остальные 6 деталей соединить последовательно. Это донышко, то есть одна за одной. Следующим образом шов можно прокладывать как вам удобно, разными способами. Я делаю так. С помощью крючка того же размера. Здесь центральная петля у меня есть, так как в каждую угловую точку было провязано по 3. В эту центральную петлю ввожу крючок, вынимаю рабочую нить. Теперь с другой стороны соответствующая точка за полупетлю, дальняя полупетля. Подхватываю рабочую нить и протягиваю соединительную. Здесь немножко перекрутилась, поворачиваю, соединительная. Далее последовательно количество петель с одной и с другой стороны у меня одинаково. Сейчас фокус поймаю. Вот полупетля с этой стороны, полупетля с этой стороны. Рабочая нить, соединительная. Далее снова полупетля с одной стороны, полупетля с другой стороны. Соединительная. Так получается очень аккуратно. После соединения деталей можно еще хорошенько пропарить швы. Тогда будет все идеально ровно и аккуратно. Вот так смотрится шов. Утолщается черная часть. Здесь я буду, когда соединять, подтяну уголки и все сравняется. Петля за петлей. 2 детали еще раз мне нужно по 4 квадрата соединить. И одну деталь дна 6 квадратов соединить последовательно. Где требуется нить для соединения, просто ввожу новую нить, края прячу. Здесь сразу одна сторона у меня уже состыкована. Присоединяю еще детали для того, чтобы не прерывать нить, которая у меня уже есть. Здесь подтягиваю также угловые точки. Угловые точки могут быть задействованы и в шве так, и в шве так. То есть подхватываю, чтобы не было отверстия на стыках. И здесь прям продолжаю соединение с помощью одной и той же нити.
Я соединила 14 квадратов, кое-где спрятала края нити. Здесь у меня закончилась также нить, которой я прокладывала швы. Немного здесь, здесь, и сейчас вот эта нить уходит к мотку. Я пришла в верхнюю точку, и здесь сейчас, чтобы выровнять стыки, мне нужно пройтись еще одним круговым рядом столбиками без накида. Здесь подхватывать я буду 2 дужки кромочных косы, столбик, следующая точка, снова столбик без накида. Так двигаюсь по кругу, пока ряд не закончится в этой же точке, в которой он начинался. Здесь в утопленной точке вывожу петлю с одной стороны, провязываю, и вывожу петлю с другой стороны. Эти точки, в которые я сейчас вставляла крючок, они уже были задействованы сшиванием деталей. Так немножко этот край выравнивается. При отпаривании можно поправить, потянуть, и он будет идеально ровный. Швы у сумки у меня уже хорошенько пропарены. Отпаривать можно на любом этапе по нескольку раз. Если вам кажется, что деталь как-то выглядит не так, отпаривайте, равняйте. Эти края также сейчас обвязочным рядом увожу в полотно. Укорачиваю нить с небольшим запасом, вытягиваю. Здесь соединение как везде. В первую кромочную косу увожу и возвращаю в исходную точку. Можно подклеить и спрятать на изнанке. Вот такая у меня сейчас картина. Ручка может быть любой. Можно привязать, можно связать, выпустить с полотна. У меня на канале много вариантов. Смотрите плейлист «Объемные модели» или «Пляжные сумки». У меня готовый вариант ручек 3 в одном. Очень прикольно смотрится. Есть плечевой вариант. Он дополнительно одевается на уже готовые ручки. И вот такие короткие. Они крепятся либо на кнопки, они идут в комплекте, либо с помощью того же цвета пряжи. Вот так. Либо на одну сторону, либо на противоположную. Я буду необычным способом крепить с одной и с другой стороны. Так. С помощью остатков рафии. Это плечевая, она крепится вот так. Сейчас все покажу. Намечаю точки ровно по центру этого квадрата. Здесь захватываю. И ровно по центру этого квадрата с противоположной стороны то же самое. Я вставила рафию в светлом оттенке в 2 сложения нити в иглу. Здесь прикладываю верхнюю точку к верхней точке изделия. Нахожу центральную. С изнаночной стороны вставляю иглу здесь. Оставляю совсем небольшой запас для того, чтобы можно с помощью этого запаса создать крепкий узел. Ввожу иглу в верхнюю точку по фурнитуре. Подтягиваю. Вот так. Здесь нужно следить, только чтобы ручка пришилась по центру моего квадрата. Здесь прохожу, соответственно, нахожу соответственную точку ниже. Подтягиваю. Здесь сильно не наслаиваю нить, можно вот в 2 ряда нить в 2 сложения, то есть 4 сложениями рафии накрепляю с этой стороны. То же самое делаю по низу. Я пришила ручки. Кстати, здесь можно использовать черную рафию, но я подумала, что на контрасте будет поинтересней. И третий фрагмент этих ручек, он более длинный. Сюда прикручиваются такие кнопки. И можно очень быстро сделать плечевую лямку. Готово.
Можно использовать ее, когда она не нужна, убирается в сторону, используются короткие ручки. Здесь у меня уже готова подкладка, самый простой вариант, прямоугольник с застроченными углами. Вставляю подкладку, она перекроет все швы, все крепления, спрятанные ниточки. Сумка получилась супер вместительная, легкая и стильная. На все про все у меня ушло 500 метров светлой рафии и около 100 черной. От последнего 5-го мотка осталось совсем немного. Сумочка смотрится здорово. Сюда прекрасным сетом будет панама из натуральной рафии. Из бумажной целлюлозной рафии будет немножко жестче и вязать ее сложнее, напоминаю вам. Итоговые размеры: 52 сантиметра ширина, эффективная полная глубина 43-44 сантиметра. Есть съемная плечевая лямка. Все необходимые ссылки остаются для вас в описании под этим роликом. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!